Всем здравствуйте! Меня зовут Татьяна, и я рада приветствовать всех, кто заглянул сегодня ко мне в гости. Сегодня вашему вниманию представляю платье, которое я назвала жемчужное. У него цвет действительно жемчужный, и вот видно такие вот блики, это где-то вот розоватый, такой желтоватый. Это переходы цвета у пряжи, которую я добавляла. Вот видно немножечко такие переливы. Они не навязчивые в целостности полотна. Никак их не заметно, если только вот действительно приглядываться, то есть такие вот розовато-желтоватые такие переходы. Не буду показывать пряжу, из которой вязала. Это итальянская бобинная пряжа. Здесь микс двух пряж. Основной цвет жемчужный. Это 50% хлопок, 50% меринос. И сюда добавлена пряжа вспушена в меринос, которая как раз секционного окрашивания. Именно для того, чтобы дать полотну мягкость и плотность. За счет добавленного вот этого вспушенного мериноса такой эффект и достигнут в этом полотне. Потому что я пробовала вязать только из хлопка с мериносом. Мне эффект не понравился. Полотно было рыхлое. Платье очень большое, поэтому я быстренько так вот схему зарисовала, что у меня получилось по размерам. Значит, вязала я на 44 российский размер. Длина изделия у меня получилась 81 сантиметр. Внизу ширина 45 сантиметров, это в полуобхвате. По талии в полуобхвате 38 сантиметров. Пройма 20 сантиметров. Значит, длина рукава 55 сантиметров, ширина внизу по резинке 10 сантиметров и в самой широкой точке, да, это вот здесь вот 14 сантиметров в полуобхвате. Значит, я для вас подготовила подробный мастер-класс, как вяжется данный узор. Я говорю в мастер-классе, как называется схема, еще раз скажу. Схемы я не буду выставлять в телеграм-канале в этот раз по той простой причине, что эта схема взята из книги Норы Гуан. Называется «Шотландский квадрат». Эту схему можно свободно найти в интернете, набрав в поисковике название. Узор действительно очень красивый, смотрится эффектно. Рукава я перевязывала. Первый раз я связала рукава лицевой гладью, и они очень как бы тянешь за рукав, оно как бы место есть свободно, но когда смотришь визуально, как будто бы обтянуло. Поэтому я перевязала и связала рукава изнаночной гладью. И вот этот вариант мне понравился больше. Эффект больше. Ну что ж, теперь давайте подробно о том, как я вязала данное изделие. Значит, на одну деталь, на одну часть я набрала 93 петли. У меня 5 раппортов, плюс 1 петля для симметрии, плюс 2 кромочные петли. Значит, раппорт узора составляет 18 петель в ширину, в высоту 36 рядов. Начала я вязать полурезинкой. Изнаночная петля снимается в лицевом ряду и в изнаночном ряду. Итак, первый ряд. Значит, узор называется «Шотландский квадрат» из книги Норы Гуан. Петля для симметрии у нас в начале ряда. Одна изнаночная петля. И теперь начинается сам раппорт. 2 изнаночные. Перекрещиваем 2 петли влево, спица за работой, подхватываем вторую петлю и меняем с первой местами. Обе петли провязываем лицевыми. 9 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2 петли перекрещиваем вправо. Спица перед работой. Подхватываем вторую петлю, меняем местами с первой. Провязываю эти петли лицевыми. И 3 изнаночные петли. Раппорт узора закончился. Повторяем столько раз, сколько нужно. В изнаночных рядах петли вяжутся так, как
они смотрят, да, лицевые провязываем лицевые, изнаночные провязываем изнаночными. Третий ряд. Первую петлю провязываем изнаночной, дальше начинается раппорт. 1 изнаночная, 2 петли перекрещиваем вправо, спицы перед работой, меняем 2 петли местами, провязываем их лицевыми. 2 петли перекрещиваем влево, спица за работой, меняем местами, провязываем. Далее 7 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 петли перекрещиваем вправо. 2 петли перекрещиваем влево. 2 изнаночные. Повторяем. Пятый ряд, первая петля, провязываем ее изнаночной, далее раппорт узора у нас изнаночная, 2 раза перекрещиваем влево, значит спица за работой, первый раз перекрестили, провязываем лицевую, второй раз перекрестили, провязываем 5 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, а теперь перекрещивание вправо. Перекрестили лицевая и еще один раз перекрещивание вправо. Две изнаночные. Раппорт узора закончился. Седьмой ряд. Первая петля провязывается изнаночной, далее перекрещивание вправо, сразу перекрещивание влево, лицевая, перекрещивание влево, три лицевые, перекрещивание вправо, лицевая, перекрещивание вправо, перекрещивание влево, одна изнаночная. Петли раппорта закончились. Девятый ряд, первую петлю провязываем лицевой, далее начинается раппорт узора, перекрещивание влево 3 раза. Первое перекрещивание, лицевая, второе перекрещивание, лицевая, третье перекрещивание, изнаночная петля, теперь 3 перекрещивания вправо, первое перекрещивание, лицевая, второе перекрещивание, лицевая, третье перекрещивание, лицевая петля. Повторяем. 11 ряд, провязываем первую петлю лицевой, начинаем раппорт, лицевая, перекрещивание влево, лицевая, перекрещивание влево, перекрещиваем вправо, изнаночная петля, перекрещивание влево, далее перекрещиваем вправо,
лицевая петля, перекрещиваем вправо. И значит 2 лицевые петли. Петли раппорта закончились. 13 ряд, первая петля лицевая, петли раппорта начинаются с 2 лицевых, 2 лицевые, перекрещивание влево, лицевая, перекрещивание влево, 3 изнаночные, 1, 2, 3, перекрещивание вправо, лицевая, перекрещивание вправо, 3 лицевые. Петли раппорта закончились. 15 ряд, лицевая, далее петли раппорта, 3 лицевые, перекрещивание влево, перекрещивание вправо, 3 изнаночные, перекрещивание влево, перекрещивание вправо, 4 лицевые. Повторяем. 17 ряд, первая петля лицевая, далее начинаются петли раппорта, 4 лицевые, 1, 2, 3, 4, перекрещивание влево, 5 изнаночных, 1, 2, 3, 4, 5, перекрещивание вправо, 5 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5. Повторяем. 19 ряд, первая петля лицевая, далее мы вяжем 4 лицевые, 1, 2, 3, 4, перекрещивание вправо, 5 изнаночных, 1, 2, 3, 4, 5, перекрещивание влево и 5 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5. Повторяем. 21 ряд, первая петля лицевая, далее провязываем 3 лицевые, 1, 2, 3, перекрещивание вправо, перекрещивание влево, три изнаночные, перекрещивание вправо, перекрещивание влево, четыре лицевые, 1, 2, 3, 4. Повторяем. 23 ряд,
лицевая, дальше петли раппорта, 2 лицевые, перекрещивание вправо, лицевая, перекрещивание вправо, три изнаночные, перекрещивание влево, лицевая, перекрещивание влево, три лицевые. Повторяем. 25 ряд, лицевая, дальше начинаем петли раппорта, лицевая, перекрещивание вправо, лицевая, перекрещивание вправо, перекрещивание влево, изнаночная, перекрещивание вправо, перекрещивание влево, лицевая, перекрещивание влево, две лицевые. Повторяем. 27 ряд, первая петля изнаночная, далее начинаются петли раппорта, перекрещивание вправо 3 раза, между перекрещиваниями лицевая, первое перекрещивание, лицевая, второе перекрещивание, лицевая, третье перекрещивание, лицевая, и теперь 3 перекрещивания влево. Первое перекрещивание, лицевая, второе перекрещивание, лицевая, третье перекрещивание, изнаночная. Повторяем. 29 ряд, первая петля изнаночная, далее петли раппорта, перекрещивание влево, перекрещивание вправо, лицевая, перекрещивание вправо, 3 лицевые, перекрещивание влево, лицевая, перекрещивание влево, перекрещивание вправо, изнаночная. Повторяем. 31 ряд, первая петля изнаночная, далее начинаются петли раппорта, изнаночная, 2 петли перекрещиваем вправо, лицевая, 2 петли перекрещиваем вправо, пять лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, перекрещивание влево, лицевая, перекрещивание влево,
2 изнаночные. Повторяем. 33 ряд, первая петля изнаночная, далее начинаем петля раппорта, изнаночная, перекрещивание влево, перекрещивание вправо, семь лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Перекрещивание влево, перекрещивание вправо, две изнаночные. Повторяем. 35 ряд, первая петля изнаночная, далее начинают с петли раппорта, 2 изнаночные, перекрещивание вправо, девять лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, перекрещивание влево, три изнаночные, 1, 2, 3. Далее повторяем. Это последний ряд в высоту раппорта нашего узора. Вот так вот получается. Далее вы вяжете высоту с первого, начиная с первого ряда, высоту столько, сколько вам нужно. Я буду провязывать, у меня высоту получится 3 раппорта. И когда вот я буду вязать третий раппорт, в конце третьего раппорта, в 33 ряду, я начну делать убавки на приталивание. И поменяю спицы на меньший размер. Я уже выполнила боковые убавки. Вот это видно, что здесь идут убавочки. Значит, еще разочек скажу, что провязала я 3 раппорта в высоту. В третьем раппорте, в 33 ряду я выполнила первую убавку. После кромочной я провязала 2 петли вместе. У меня было это 2 изнаночные, я их провязала вместе. Провязала 3 ряда, еще раз сделала убавку. И через 3 ряда еще раз. Всего 3 раза я выполнила убавки по обеим сторонам. Здесь после кромочной, в конце перед кромочной. И когда я начала делать убавки, я со спиц номер 4 перешла на спицы 3,75. Ну, здесь у меня кубические спицы. И ими дальше вверх вяжу. Дальше вяжу до тех пор, пока мне не нужно будет выполнять закрытие на пройму. И вот сейчас я вам покажу, как я выполняю закрытие на пройму. Шаг у меня будет такой: 5, 3, 2, 5, 3, 2. Значит, с лицевой стороны в начале закрываю 5 петель. 1, 2, 3, 4, 5. Далее вяжу ряд по узору, провязываю до конца. По изнаночной стороне, с обратной стороны, по изнаночной стороне закрываю 5 петель и вяжу изнаночные петли, не провязывая последнюю петлю. Дошла до конца ряда, последнюю петлю снимаю, не провязываю, поворачиваем вязание, и в следующем ряду я закрываю 3 петли. Через первую петлю подтягиваю следующую. 1, 2, 3,
Опять вяжем по узору. Также последнюю петлю здесь не довязываем. По изнанке закрываем 3 петли и в следующем ряду закроем 2 петли. Далее мы вяжем вверх до тех пор, пока не нужно будет делать убавки на горловину. Теперь мне нужно выполнить закрытие на горловину. Я сейчас 20 петель провязываю, 27 закрываю и 20 петель у меня остается. Значит, провязываю по узору 20 петель. Провязала 20 петель, теперь 20 петель закрываем. Один, два, три. И так закрываем 27 петель. 27 петель я закрыла. Теперь я провязываю по узору в лицевую сторону, изнаночную. И еще в следующих 2 рядах мне нужно выполнить закрытие после кромочной по 2 петли для закругления горловины. Дальше мы вяжем вверх до нужной высоты проймы. И в этом платье я решила сделать скос плеча. Значит, сейчас провязываем лицевую изнаночную, покажу, как делаю закругление, и дальше будем вязать прямо. Провязали лицевой изнаночный ряд, и теперь 2 раза нужно так сделать. И в следующем ряду первую петлю снимаю, вторую провязанную и первую набрасываем на провязанную. Значит, далее вяжем по узору. В следующем ряду еще раз выполним закрытие. У нас получается плавное закругление. Потому что потом все равно мы горловину будем обрабатывать. Вяжем вверх на высоту проймы необходимой. И далее еще скос плеча сделаем на плече. Я вывязала высоту проймы. И теперь мне нужно сделать скос плеча. У меня 18 петель. Я здесь закрывала 2 раза по 1 петле. И в результате получилось 18 петель. 18 делим на 3, получается 6. Значит, я сейчас вяжу по узору 5 петель, не довязываем. Провязала. У меня 5 петель не довязано. Поворачиваем вязание. Снимаем петлю. И от себя ее поворачиваем, как бы раздваиваем. Провязываем по изнаночной стороне все петли изнаночными. И в следующий раз мы не довязываем еще 5 петель. Поворачиваем вязание. Вот она, это сдвоенная, 2, 4, 5. То есть вот эти 5 не довязываем, 2, 4, 6, 7. Я уже не буду здесь вязать узор, потому что уже можно просто лицевыми провязывать. 5. Поворачиваю вязание. Петельку снимаю от себя, раздваиваю, провязываю изнаночными петлями. Здесь, как смотрят петли, где изнаночные, где лицевые. И теперь провязываю. Мне нужно провязать все эти петли. Я их буду провязывать лицевыми. Вот в начале здесь у меня идет изнаночные петли, так я их и провяжу. Дальше лицевые. Теперь вот эту вот петельку завожу спицу спереди и провязываю. Вот, пожалуйста, петелька. Все ровненько, дырочек нет. И следующую петельку тоже так же завожу спицу спереди, лицевая петля. Далее провязываю все петли изнаночные, и можно соединять методом 3 спиц со спинкой.
буду соединять методом 3 спиц. Вот небольшой скос есть плеча. По другой стороне выполняем зеркально. Также закрываем петли здесь уже в конце ряда, провязываем вверх и делаем скос в эту сторону. Там будет по изнаночной стороне, то есть в изнаночных рядах не довязываем. Сначала в конце петли 5 петель, ну и так далее. Только в обратную сторону переворачиваем петельку. Здесь мы переворачивали в одну сторону, там в противоположную. Швы соединяем методом 3 спиц плечевые. И если кто-то не знает, я очень много показывала видео, как я это делаю. Я оставлю ссылочку на видео, где вы можете посмотреть, как соединить методом 3 спиц плечевые швы. Ну а дальше останутся у нас рукава и обработка горловины. Обрабатываем горловину. Для этого берем спицу и по, значит, всему периметру горловины набираем петли. Значит, я взяла потоньше нить, потому что у меня здесь все-таки будет двойная вязка. Я взяла 4 нити, это хлопок с мериносом, и 3 нити вспушенный меринос. Спица у меня 3. Я, значит, связала 3 ряда лицевой в высоту. Ничего я тут не провязывала никакими изнаночными. Теперь мне нужно набрать по изнаночной стороне петли. И вот здесь я покажу, как я это делаю. Также у меня спица 3. Я отсчитываю по 10 петель. Вот у меня маркеры. Здесь я уже дошла и повесила, отсчитала 10, повесила маркер. Внизу на этом же уровне вешаю маркер. И теперь вот в этом промежутке мне нужно набрать 10 петель. Вот. Как я это делаю? Смотрите, вот здесь под петельку 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. Теперь я беру вот этот маркер. Синий у меня висит. И 2, 4, 6, 8, 10. Для чего я это делаю? Чтобы не перекосило петли. Этот снимаем и вешаю вот так. И опять набираю 10 петель. То есть здесь у нас вот это вот некрасивое, так скажем, да, уйдет. Мы вот сейчас провяжем тоже в высоту лицевыми петлями. Сюда же мы все ниточки вот в это вот место спрячем потом при помощи крючка. И, значит, сделаем, да, такую ложную кетлевку. Она будет красиво смотреться. Здесь будет несколько лицевых рядов. И так как ниточка потоньше, здесь не будет такого толстого валика. Ну а затем я перейду на спицы 4, подсоединю еще одну нить, буду вязать резинкой 1 на 1. Я провязала внутри также 3 ряда у меня лицевые. Теперь берем 2 спицы. Так, теперь нужно повернуть, да, на лицевую сторону, вот так, в обратную сторону. Вот эти вот ниточки берем крючок, вот эту косичку прячем. Значит, сейчас вот эту вот я спицу поправлю. Соединила 2 спицы. Здесь у меня очень много кончиков, я их потом уберу. Вот так вот соединяем. Беру нить и с 2 петель, ниточку сейчас сюда поправлю, и провязывая первую петлю и вторую петлю с 2 спиц лицевой.
Здесь нужно лицевое брать за переднюю стенку, потому что в круговом вязании она как бы повернутая. И вот таким вот образом лицевыми петлями я буду провязывать по всему периметру. Ну а дальше резинка 1 на 1. Как я вязала рукав у платья, я вам покажу схематично, расскажу подробно. Кому моего рассказа будет недостаточно, я оставлю ссылку в описании к видео. У меня много достаточно мастер-классов, где я показываю, как вывязываю окат рукава. И вы, если вам будет что-то непонятно, сможете посмотреть. Значит, вот сам рукав. Свяжется он снизу вверх. Начинала я резинкой вязать, а дальше перешла на изнаночную гладь. Набрала я 48 петель и вязала рельефной резинкой. Лицевая, изнаночная. В изнаночном ряду не провязывается изнаночная, она снимается. Провязала на необходимую мне высоту. Дальше я провязала вверх изнаночный ряд. И еще провязала, то есть высоту я провязала 5 рядов. Лицевой, изнаночный, лицевой, нет, 6 рядов. Значит, лицевой ряд, изнаночный, лицевой, изнаночный, лицевой, изнаночный, 6 рядов. А дальше стала делать прибавки. После кромочной и перед кромочной в конце. По одной петле. Так я добавила 2 раза. И с левой стороны, и с правой стороны. Получила 52 петли. Мне ширины это было достаточно. Мне нужно, чтобы был рукав, ну, свободный, но как бы по руке, но свободный. Поэтому я примеряла, но учитывала, что после стирки вспушенный меринос он дает усадку. Потому что я начинала, да, у меня рукав перевязанный, сначала на 44 петли. Все как бы было хорошо, я примеряла, но мне эффект не понравился. Поэтому я уже на 48 петель стала изначально вязать. И дальше я вязала вверх по прямой на необходимую высоту. Когда я дошла до того места, когда мне нужно было уже подходить к окату рукава, всегда я добавляю петли. Значит, каждый раз прибавляю ближе к окату рукава в каждом лицевом ряду по одной петле. Здесь после кромочной, здесь перед кромочной. Значит, у меня получилось 58, и вот здесь мне нужно вывязать окат. 58 петель делим пополам, у нас получается в каждой половине по 29 петель. В свою очередь эти 29 петель мы делим на 3 части. Первая часть я всегда закрываю так же, как закрывала на пройму у основного изделия. Я закрывала такой шаг, у меня был 5, 3, 2, это 10 петель. Закрыла. Значит, никогда не провязываем последнюю петлю. Мы через нее протягиваем петли, чтобы у нас получился плавный окат рукава. Во второй части 12 раз закрываю по одной петле. И в третьей части у меня остается 7 петель. Я закрываю 3 петли, 2 и 2. И все. Потом все это втачиваю. Втачиваю соединительными столбиками крючком. Мне понравилось больше всего такой способ сшивания деталей. Получается очень ровненько, аккуратненько. И я сшиваю сначала, втачиваю сам рукав, а потом уже вот здесь, да, сначала по рукаву и потом иду вниз по всей длине платья. Все, это уже изделие постирано. Во время вязания тоже гладь была очень красивая. Ну а после стирки, конечно же, все еще более стало красивым, разровнялось, узор великолепно смотрится. В общем, платьем я безумно довольна, мне очень нравится, что получилось. Вдохновляйтесь, творите, создавайте, будьте неповторимы. Ну а я с вами прощаюсь совсем ненадолго. До новых встреч, пока-пока.